Так, господа, я вам хочу сообщить пренеприятнейшее известие. Вы все находитесь в матрице. Все, что вы видите, все это нереально. Это ментальная проекция вашего виртуального «я». Но есть еще и приятное известие. Среди вас есть Нео. И мы сегодня должны найти способы активизации Нео. Вообще, в принципе, в обществе идет в этой матрице процесс смитообразования. То есть вы помните, что Смит, прикасаясь к другому человеку, делает его тоже Смитом. Такой же серой массой, какой он является сам по себе. И общество на протяжении тысячелетий, эта матрица формирует Смита. Но есть Нео, который не только сопротивляется этому процессу, он еще и задает процесс обратный, который я называю неообразование. Вот вы, как будущие преподаватели, будете включены в процесс неообразования. Вы будете делать из людей или Смитов, или Нео. Но я надеюсь, что мы сейчас, обнаружив Нео среди вас, включим процесс неообразования, и вся наша жизнь будет иметь смысл только тогда, когда мы участвуем в этом процессе неообразования. Говорят, что время есть мера присутствия. Вот задумайтесь над этим определением. Мера присутствия. Мы здесь присутствуем или нет? Это вопрос. То, что мы живем в матрице, мы еще не присутствуем. Мера присутствия в себе, когда ты пробуждаешься, когда ты становишься Буддой, пробужденный, просветленный. Вот этот звонок Морфеуса, он пробудил Нео, хотя Нео в себя пока не поверил. Но вот что надо сделать, чтобы каждый из вас понял, кто он, Смит или Нео? Можно жить, прожить и не понять, что ты делаешь вообще здесь и кто ты такой. Как определить, кто ты, Нео или Смит? Вот обратите внимание, мы видим вещи, да? Объекты какие-то. Но мы не замечаем, что мы видим объекты, потому что есть свет. Если не будет света, объекты будут не видны. Свет – главное условие видения нашего. Свет, который мы не замечаем. Вот главное условие Нео – это производство этого света. Этот свет должен им восприняться и из его души идти и освещать все вокруг. Если этого света не будет, то мы не пробудимся. Мы так же мертвыми останемся, какими есть. В основном основная масса мертвая. Вот этот звонок Морфеуса Нео пробудил. Будда пробудился посредством медитации. Мы чем пробудимся? Вот у меня вопрос к вам. Какие есть средства обнаружения внутри себя личности? То, что мы называем Нео. Я считаю, основным средством самопробуждения, основным средством является философия. Вот философия – это тот свет, который освещает все предметы и благодаря которому мы начинаем видеть. Но для этого мы должны понять, что это за философия. Философия матрицы или философия настоящих свободных личностей. Поэтому я предлагаю вам разобраться вообще, что такое философия. Не все надо верить тому, что написано в учебниках. Потому что иногда учебники воспроизводят Смитов. Иногда Смиты пишут учебники. Иногда там нет света. Вот теперь надо разобраться, что такое свет и какой свет дает философия. Вообще, что такое философия? Кто помнит? Само слово философия, как определяется? Кто первым употребил это слово? Вы помните, что первым употребил это слово Пифагор, когда его назвали мудрецом, он сказал: я не мудрец, я лишь любитель мудрости. Потому что первый признак дурака – это себя считать умнее других. Если бы он сказал: да, я мудрец, вы поняли бы, что никакого он не мудрец, да? Тот человек, который говорит: я знаю, тот человек даже не знает, что такое знание. Когда он говорит: я знаю, мы понимаем, что он ничего не знает. Помните притчу, когда учитель научил своего ученика 200 способам приготовления чая? Ученик сказал: да, теперь я знаю, как готовить чай. Учитель сказал: тогда научи меня, я не знаю. Потому что когда ты говоришь, что я знаю, на этом закрывается твое познание.
Помните Сократа, который говорил, я знаю, что я ничего не знаю. Это не показатель его скромности. Он говорил, я знаю, что я ничего не знаю, а другие этого не знают. Поэтому, что такое философия? Само слово «филио» – это любовь, София – мудрость. Это все знают, да? Но эти слова не такие простые, как нам кажется. Мы можем не видеть смысла этих слов. Что такое филио как любовь? Почему на греческом языке есть много переводов слова «любовь»? Вы знаете, есть и филио, есть и агапе, есть и эрос, есть и людус, есть и мания, есть и прагма, есть и сторге. Видите, 7 слов как минимум переводятся как любовь. Мы вот на русском языке говорим только одно. Ты меня любишь? Да, я тебя люблю. А как ты меня любишь? Каков смысл из этих слов? Вот филио – это любовь благоговения, да? Любовь с интересом, любопытство, когда человек хочет что-то познать, любовь к великому Богу, к искусству, к знанию какому-то. Эрос – это любовь-страсть. Если мы скажем, что мы любим такой любовью, то это лишь часть какого-то отношения, физиологическое влечение, страсть. Часто люди путают эти вещи. Агапе – это любовь-жертва, это любовь матери к ребенку, которая готова, не сомневаясь, отдать свою жизнь за своего ребенка. Любовь детей к родителям, брата к сестре и наоборот. Это агапе. Если брать любовь сторге, это любовь кровно-родственная связь. Допустим, человек любит своего отца или свою мать, потому что они родственники, потому что отец или мать, да, это сторге, любовь, привязанность. Если мы говорим любовь людус, это любовь, которая включает в себя кокетство, игру. Люди выдают какие-то чувства за любовь посредством вот того, что называется людус. Так? Если мы говорим любовь мания, это бешеное чувство, когда человек не отдает себе отчету, что в своих действиях. То есть видите, сколько оттенков имеет слово любовь. Поэтому, когда мы говорим филио, мы именно имеем в виду любовь благоговения. Если вы чем-то занимаетесь, и это вам безразлично, лучше оставьте это дело. Если человек занимается наукой, и она ему безразлична, это не ученый. Он пошел туда из-за, может быть, прагмы. Прагма – это любовь корыстная. Она выходит за него замуж, потому что знает, что от этого что-то будет иметь. Она говорит, да, я тебя люблю, но это прагмы. Многие своим делом занимаются из-за того, что там зарплата высокая. Это прагмы, это не филио. Да? Вот мы с вами более-менее определили, что такое филио. А что такое тогда мудрость? Как вы это понимаете? Вот есть понятие информация, есть понятие знания, есть понятие мудрость. Какие здесь грани существуют? Чем информация отличается от знания? Чем знание отличается от мудрости? Сегодня информации очень много. Да? Сегодня мы больше страдаем от избытка информации, чем от недостатка. Знания меньше, а мудрости нам не хватает. Посмотрите, что происходит вокруг. Поэтому, чем отличается знание от информации? Кто хочет сказать? Знание – это переработанная информация. Это информация, которая вошла в меня, изменила. Информация – это что-то внешнее. От того, что, допустим, я знаю, что 55-25 или отсюда до Москвы 1400 километров, от этого ничего не меняется во мне. А знание, то знание, которое меня меняет. Знание не может быть без какого-то отношения к этой информации. Если это мне безразлично, это не знание. А вот мудрость. Нам же это знание для того нужно, чтобы мы стали мудрее. Мудрость – это использование знания для того, чтобы другим стало лучше. И самому этому человеку тоже было хорошо. То есть это использованное на практике знание с целью творения блага. Да? Вот цель в этом, чтобы всем нам… Мы для чего учимся здесь? Если
лучше жить не будет от того, что мы получили образование, если никому лучше не будет, то это не настоящее, это не неообразование. Свет не идет наружу, да? Вот посмотрите, что сделал Иисус. Он свой свет отдал людям посредством собственной жизни. И на протяжении уже тысячелетий этот свет освещает людям жизнь. Итак, вот суть философии в том, чтобы в душе была любовь. Любовь к мудрости и любовь, которая была бы энергией творения вот этого блага окружающих.